Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, что женщины слишком переоценивают свою значимость в жизни мужчины, и как будто мужчины без женщин не могут вообще. И пора сбрасывать розовые очки, потому что это не так. Как говорил Оскар Вальд, у женщин поразительная интуиция, она догадывается обо всем, кроме самого очевидного. Женщины сейчас живут у нас в параллельной вселенной, нужно их возвращать на Землю. Понять женщинам, что много женщин остаются невостребованные сейчас, и процент этот растет. И чтобы они понимали, что вот этот поезд, который может уйти, я не знаю, в какой вагон нужно успеть, чтобы еще ухватиться за этот момент, когда мужчина еще может развернуться. Цена женщины, к сожалению, стала спускаться, снижаться. И женщины не старались себя поставить выше мужчин сейчас. Но это не работает. Из ночного горшочка не будет вазочки. Мужчины говорят, что есть куча развлечений в жизни, которыми можно заменить отношения. И на самом деле, если женщины думают, что мужчины скучают, у мужчины может быть очень активный образ жизни. Я вот такую шутку читала. Женщина как оконная занавеска. Симпатичный узор, но мир уже через нее не увидеть. Того в последнее время вырисовывается тенденция, несмотря на эту активную эмансипацию, вытеснение женщин из как минимум жизни мужчин. Потому что есть техника, которая совсем может справиться и заменить полностью женщину. Поэтому женщины роют сами себе яму. Сейчас не нужны мужчинам бездушные, меркантильные, неинтересные женщины. Потому что откуда бы что не говорили, как не раздували вот эту вот необъективную самооценку женщин, мужчины нет, не согласятся на что-то поддельное. Цель не оправдывает средства. Кто-то шутит и говорит, что достаточно в жизни вот этого пылесоса, который все время пылесосил деньги от мужчины. Многие мужчины готовят круче женщин. Как это в песне «Кто тебя создал такую?» Зачем придумали женщину? Творец, создавая Еву, навел на Адама сон. Считается, что вот это вот сотворение женщины, оно было в состоянии, когда Адам был вне себя. В этом состоянии не было видно, как произошло разделение полов. Словно две половинки, приставленные друг к другу, чтобы научиться любить. Но поэтому предполагают, что мужчина и женщина для друг друга так и навсегда останутся тайной. Но мужчины сейчас понимают, что эту тайну уже разгадывать не хочется. Женщина друг человека, да, вот сейчас это подвергается сомнениям. Считается, что сердце расположено рядом с ребром, да, и поэтому женщинам вот эта чувственная сфера отдана. Эмоциональность, так скажем, да, на которой сейчас много вообще построено вот, того, что сейчас происходит с женщиной, не в лучшем варианте. То, как манипулируется сознанием женщины, я не знаю, многие ли это понимают на самом деле, именно женщины. А получается, что женщины сейчас отдаляются от вот этого сердца, того, как вообще представляется всегда это понятие, что это что-то очень такое теплое, сердечное, доброе, настоящее. Ну, может быть, поэтому многие мужчины говорят, что женщины просто разучились любить. Вообще человек может наделить другого человека способностями, которого у него нет. Достаточно только идеализации, которая у нас работает. Женщина может быть вот этим придуманным чем-то, то, что на самом деле может не существовать. Вначале ум рисует женщину более одухотворенную. Что происходит, когда женщина еще на расстоянии? А когда мужчина приближается уже к женщине, происходит детализация. Мужчина сталкивается с сутью, сознание приземляет женщину и делает меньше ценность ее в жизни и нужду. Знаете, как у художника взамен красивого изображения, когда приближаешься к холсту,
то уже видишь вот эти грубые мазки. Поэтому вот этот шедевр лучше пусть остается на расстоянии, подальше от мужчин. Это не обесценивание, а это просто столкновение с тем, что сейчас есть. Много было исследований на тему того, что на самом деле мужчины не так часто думают об отношениях, как думают о них женщины. Женщин отношения — это такая центральная фокусировка, когда есть они, то женщина концентрируется, ну, полностью ее мир погружен в это. То женщина через отношения с мужчиной выявляет свою значимость для себя даже. А мужчина измеряет свою ценность больше в том, как он взаимодействует в социуме. Вы знаете, мужчины тоже себя непонятно где не нашли, и мужчины хотят тоже проживать свою жизнь счастливо. Ну, многие женщины сейчас себя так переоценивают. Мужчины говорят, что редко можно встретить женщину, даже если она будет внешности серой мышки, которая будет считать себя некрасивой. Опять же, говорил Оскар Уальд, у мужчины его лицо — это его биография. А у женщины лицо ее — это ее фантазия. Но все-таки могу приоткрыть небольшую тайну и сказать, на самом деле многие женщины с не очень высокой самооценкой, просто эту самооценку ее поднимают искусственно, и женщины носят эти маски, научили навыкам. Вот один из философов считал, что истинное предназначение женщины — это являться обществом мужчины. Эти настают уже времена, когда уже мужчина легко так не подпустит в это свое окружение, быть этим обществом. Артур Шопенгауэр говорил, чем благороднее и полезнее какая-то вещь, тем позднее она достигает своей зрелости. Мужчины приобретают свою зрелость, считается где-то вот старт такой. Это не значит, что мужчина до этого времени был без рассудка, да? Но именно вот уже набирает такую скорость где-то после 28, так считается. А у женщины этот возраст очень размыт, его может и не случиться. Вот способность женщин приспосабливаться таким образом, да, вот почему женщины более внушаемы? Вопрос вот этого устойчивого рассудка. Философ Кант говорил, что женщина с раннего возраста уже знает, что она может нравиться. Женщина является такой отказывающей стороной зачастую. Это сейчас, пока еще есть какая-то активность, но все может измениться. Бойкульт — это всегда история про гипертрофирование. Отсюда вот это присутствующее сейчас у многих женщин убеждение в своей уникальности. Сейчас уничтожаются высшие смыслы жизни и мораль в обществе. Есть такое выражение, что это не его вина, это его беда. Да? В случае с женщинами надо сказать, что, конечно, вот это информационное пространство, которое как бы подталкивает на то, чтобы быть глуповатым, мягко скажем. Да? Вот много таких женщин, к сожалению, становятся вот таких вот безликих, одинаковых, как мужчины говорят, с одинаковой прошивкой. Меняется внешность, но базовые вот эти вот установки, они одни и те же. Грамма работает только на дай. Общество мужчин ждет сейчас от женщин не только красоты внешней, но и внутренних, развития внутренних качеств. Доброта, эмпатия. Вот, кстати, то, что может отсутствовать у молодого поколения. Интеллект хотелось бы, душевность. Если мужчина и женщина ценны друг для друга в жизни, они постараются сделать жизнь своего избранника или избранницу счастливее, лучше, легче. И вот ответить мужчине на вопрос, где лучше, без отношений или в отношениях, чтобы мужчина сказал в отношениях, как это в графе поставил галочку зеленую, да, лучше, утвердительно, точно, без сомнений. Здесь должна быть проведена колоссальная работа женщин.
Мне кажется, что нужно уже альтернативно создавать какие-то курсы, которые будут не снижать до минимума самооценку женщин. Нет, этого делать нельзя. Но ее нужно выровнять на нормальный уровень, а не то, что сейчас видят, надо сказать, не только мужчины, но и сами женщины, которые мне пишут тоже в комментариях о том, что их немного, но они есть, что сами женщины видят, какой сейчас перекос, и даже где-то стыдно становится за своих соплеменниц, скажем так. Хороших взаимоотношений, любви. Увидимся уже на следующей неделе. До встречи. Пока.